Счастливые часов не наблюдают. Сегодня 3 ноября 2021 года, мы в Грузии, славный город Батуми, и сегодня пришла идея с утра во время кофепития. Мы заспорили о том, чего в Грузии не хватает, и почему тогда в этом случае мы это не делаем. Времени нет. Но, опять же, я вспомнил, что 20 февраля 2020 года, это почти 2 года назад, мы делали прямой эфир, где я рассказывал про 22 идеи бизнеса в Грузии. О том, какого бизнеса не хватает, и потом был коронавирус, и он и сейчас есть. И я немножко модифицировал этот самый список, я немножко модифицировал все это дело. И перед вами 34 идеи. 34 идеи, заметьте, для малого бизнеса, потому что идеи о том, что здесь не хватает качественного аквапарка, отметаются напрочь, потому что это идея в сотни миллионов долларов. И делать качественный аквапарк силами малых предпринимателей, ну, такое себе удовольствие. Что касаемо инвесторов, там спрашивают про сайты инвесторов, где инвесторы грузинские встречаются с желающими получить инвестиционные деньги. Таких сайтов нет. Я думаю, что очень не скоро они будут, просто потому что Грузия, друзья мои, это страна, которая напрямую работает с сарафанным радио. То есть, если тебя кто-то не порекомендовал, то попасть к инвестору грузинскому очень и очень тяжело. Это что-то типа Великобритании, когда там есть какая-то кастовость, когда есть какая-то там, и защищать там интересы своего стартапа перед грузинами, ну, я думаю, маловероятно, очень и очень маловероятно, потому что как бы для меня грузины они добрые, теплые, яркие, но у них есть такой грузинский дзен. И этот грузинский дзен, по-моему, он немножко, напоминает такую испанскую сиесту, когда и пусть весь мир подождет. Им нормально, и этим все сказано. Ну, давайте теперь поговорим про то, кому ненормально. Хватит лирики, давайте мы пойдем не к лирике, давайте мы пойдем к практике. Эти идеи для малого бизнеса, это 34, их может быть больше, но эти 34 идеи я написал буквально с командой своей за час. Сели, поштурмили, написали и получили. Как это работает? То, чего не хватает, то, с чем мы столкнулись, то, за что бы мы заплатили, то, за что бы заплатили огромное количество наших знакомых, наших друзей, с которыми мы здесь познакомились, либо которые приехали в Грузию. И очень часто многие приезжающие сюда начинают ныть, вот буквально в смысле слова, что типа там все ниши там заняты, нечем заняться, грузины ничего не хотят, никто ничего не покупает, этот коронавирус всех достал. Ну, это разговоры для бедных, это разговоры для нищих. Давайте теперь перейдем, уже у нас время, еще 3 минуты, поболтать, потому что мы обещали, что начинаем 14:15, сейчас 14:12, и что я хочу вам доложить, друзья мои? Я хочу вам доложить, что Грузия это та страна, вот как у меня это складывается ощущение, да, что я нахожусь в Москве, но не в 2021 году, а, допустим, в 2012, даже, может быть, в 2009 году. Здесь огромное количество полей открыто для работы, открыто для игры, открыто для развития. И понятно, что стоит пробовать, стоит экспериментировать. Мы создали чат Мадлоба для предпринимателей. Мы создали группу Мадлоба для предпринимателей. У нас есть чаты о Батуми, у нас есть чаты для родителей. Чем отличается вся вот эта наш конгломерат этих чатов, групп, сайтов от других? Я вам скажу честно, прямо и на духу. Это все отличается тем, что у нас нет 3 вещей. У нас строго запрещено разговоры о политике, потому что я реально понимаю, что мы находимся в гостях, и обсуждать действия политики в Грузии, ну, такое себе удовольствие, и за это может прилететь. Второй момент, у нас запрещено всевозможные, не превращать чаты и группы в барахолки. Там, продам тапочки, продам, там, не знаю, коляску, продам генератор, это все не к нам. Есть группы, где так они называются, барахолки, соответственно, любая реклама, любые объявления тоже запрещены. Мы создаем то, чего не хватает нам.
или чего не хватало нам на этапе, когда мы сюда заселялись, переселялись, переезжали. И вот для тех людей, то есть вы, та целевая аудитория, которая это видео смотрит, эта аудитория, это мы 3 года назад. То есть это мы, что нам не хватало. И эти бизнесы, которые я сейчас набросал, это то, за что люди готовы платить. Это вовсе не боли, да, потому что многие типа, надо решать боль, там, и люди будут покупать. Ну, это и да, и нет. Да, это такой спорный момент, потому что как бы решение боли здесь отчасти это может быть не боль или боль для вас, а не для всех. Но при этом я бы в некоторые, скажем так, в некоторые бизнесы я бы зашел на правах консультанта, на правах какого-нибудь соинвестора, да, потому что это такое дело, которое очень и очень, если оно стрельнет, то стрельнет хорошо, а стрельнет оно или нет, вы не узнаете, пока не начнете. И поэтому вот так. Все, друзья мои. Начинаем. Итак, 34 идеи для малого бизнеса, которые вы бы могли сделать и до сих пор почему-то не делаете в Грузии. Неважно, какой это город. Ну, конечно же, хорошо это делать в городах Батуми, Тбилиси. Но, опять же, если это все дело поставить на хорошую ногу, то вполне себе, кто вам мешает это масштабировать на другие города или на всю Грузию. Потому что таких идей, такого подхода, я думаю, пока нет. И вот ключевое слово «пока». Почему? Потому что я очень сильно радуюсь, когда многие мои заключения, они сбываются, и это работает мне только в карму, в репутацию. Итак, первое. Чтобы я пошел, это начал бы делать здесь кадровую службу. Кадры в Грузии это вообще боль. Кадры это то, страдает любой бизнес. То есть найти специалиста, начиная от переводчика, заканчивая няней или каким-нибудь рекламным агентом, это большая-большая боль. И вот кадровая служба, которую можно делать, HR-специалистов, которых здесь катастрофически не хватает, и сервисов, которые могут соединить соискателей и тех, кто ищет соискателей, и тех, кто дает работу, работодателей. Их не хватает от слова вообще. И если вам хочется стать номер один и реально зарабатывать в Грузии, то создание собственной кадровой службы, создание сервиса по поиску работодателей либо соискателей – это номер один в хит-параде. Занимайтесь кадровой службой. Пора барабам. То есть это первая идея. Давайте теперь вторая идея. Друзья мои, если есть вопросы, пишите прямо под видео или вот под этим чатом. Приходите к нам в телеграм-чат. Он так и называется «Мадлоба для предпринимателей в Грузии». Ссылочка на чат есть внизу этого видео, поэтому переходите, будем общаться. Я чем смогу, помогу в свободное от работы время. Его мало, потому что мы делаем каталог Мадлоба, мы уже начали делать, и приглашаем вас присоединиться к этим чатам, чтобы вместе обсуждать и смотреть. Второе. Эти, скажем так, идеи, они не по значимости, они просто от балды. Итак, клининговая служба, либо в простонародье служба по уборке помещений, по уборке жилых домов, помещений, офисов. Это тоже трэш. Причем трэш настолько, то есть они открываются и закрываются. Потому что люди, которые, скажем так, как в России, да, если уборщица или там клининг-менеджер, их называется, открывает такую службу, то она очень быстро накрывается медным тазом. А если открывает какой-то предприниматель, у него опять же проблема с кадрами, и он не может найти нормальных людей, которые могут убирать и заниматься этим. Мы 3 года мы вызываем, пробуем, смотрим на тех, кто убирает квартиры, и эти 3 года, это 3 года разочарования. Потому что хорошего клининга в Грузии нет. Если он есть, то напишите под видео. Если нет, то пора его создавать. Пора барабам. Дальше. Реклама в Грузии. Либо рекламные агенты. Реклама и продвижение товаров и услуг в Грузии – это отдельная стезя. И вот те компании, которые сейчас в России
массово воспроизводятся, штампуются. То есть любой фрилансер, любой школьник открывает свою рекламную кампанию, называет ее там типа там вперед или там в топ-10 и просто делает рекламу в Яндекс.Директ или в Google Ads, он уже в топе. Если он еще умеет продвигать сайты по SEO, то он вообще в топе. В Грузии такого нет от слова вообще. В теории даже нет. Нет, есть какие-то потуги каких-то экспатов, но ограниченная возможность этих людей, она заканчивается набором 5, 6, ну пусть 20 заказов. Спрос здесь есть, спрос здесь большой, и делать рекламные кампании в Грузии – это то, что доктор прописал. Пора барабан. Не забывайте, друзья мои, что я эти идеи беру просто как бы, вот это мое личное мнение, основанное на моих наблюдениях. А чувак, я наблюдательный, аналитик, смотрю, замечаю, подмечаю и вам это все рассказываю. Ваше дело смотреть как хотите, то есть хотите применяйте, хотите не применяйте, но пересмотрите лет через 5. Кто-то из вас точно сделает что-то хорошее, и я буду счастлив и рад, потому что кому-то помог или там дал, как говорится, у нас в компании волшебный пендель Некрашевича. Тоже очень хорошо помогает. Следующий момент – это доставка с магазина. Доставка из магазинов, с магазинов, чего угодно. Здесь с логистикой беда. Нет, есть, конечно, службы доставки, которые сейчас существуют, да, это там различные Глова, там туда-сюда, но эти службы, они не сравнятся с логистикой, которая есть в России, допустим, и я живу по принципу, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Почему люди не делают сейчас службу доставки, которая потом может продаться Яндекс доставке, либо там Delivery клубу, непонятно. Вот здесь надо делать службу доставки не для того, чтобы обслужить Грузию, а для того, чтобы поначалу, когда придет, а это вопрос времени, сюда большая логистическая компания, чтобы продаться ей, чтобы уже быть запакованным бизнесом, который купят, и уже алгоритмы CRM-системы, которые есть у этой компании, будут внедрены в вашу компанию. Сделать и продаться – это самый нормальный бизнес. Пора барабан. Следующий блок, следующая идея. Ветеринар на дом. Вот у меня есть знакомый, который приехал ветеринаркой, и он пытается открывать ветеринарные услуги, пытался, да, и уехал благополучно в Питер, потому что тут у него не получилось. Но, опять же, почему не сделать ветеринара на дом, потому что это такая, то есть, особенно в коронавирус, это прям хорошая услуга, я не понимаю. Здесь нет услуги ветеринара на дом. Если он есть, это не профессионал, это какие-то просто дилетанты, а вот сделать действительно классную ветеринарку с выездом на дом, это прям хорошо. Причем, смотрите, огромное количество тех же самых экспатов, предпринимателей, которые приезжают сюда, они приезжают с домашними животными, либо заводят здесь этих самых домашних животных. И ветеринар – это очень и очень хорошая денежная профессия во всех развитых странах. В Грузии есть классные ветеринары, но к ним надо ехать и быть в очереди. А я не хочу быть в очереди. Пора барабан. Правильно? Дальше поехали. Боль. Большая боль – это отделы продаж. С отделами продаж в Грузии беда. Искусство продавать – это искусство, которое оно не врожденное, но оно приобретенное. И здесь есть огромное количество магазинов, компаний, которые действительно открывают, делают качественные продукты, качественные услуги, но отдел продаж хромает. Не перезванивают, CRM-системы внедрения не слышали от слова вообще. И если вы здесь придете, и скажете предпринимателю Грузии, что я могу увеличить твой оборот в 2 раза, просто предложив ему настроить и сделать ему отдел продаж, я думаю, это сработает. Потому что здесь с продажами большая беда. Посмотрите наше видео про то, как девочка сломала бизнес, то есть прыщавая, щербатая девочка. Пора барабан. Дальше поехали. Ну, про отделы продаж, друзья мои, это отдельная тема, вот прям отдельная, да, потому что как бы здесь вы уже видели, когда вы находитесь в Грузии, что очень часто товары, на которые идут в основном русскоязычная аудитория, продает девочка, которая или мальчик, которая по-русски вообще не понимает. И когда мы говорим об этом с грузинскими гражданами, они удивляются, это пора учить русский, ой, пора учить грузинский.
Я не хочу учить грузинский не потому, что мне это не нравится, а потому что у меня есть другие дела, и более важные языки. И вот, друзья мои, с продажами здесь беда, а если здесь настроить это, то будет хорошо. Это тяжело, но кто сделает, тот получит большой-большой бонус. Дальше. Мастер-классы кулинаров. Вот я реально вижу кафе, где есть классные повара, где есть классные кондитеры, и я понимаю, что люди покупают впечатление. Очень часто даже тот сервис Airbnb, который... Дождь пошел. Тот сервис Airbnb, то есть он продает впечатление. Почему эти рестораны, почему эти повара, почему эти кондитерские не делают мастер-классы, как это делают во всем мире? Почему вы не делаете, это же очень сильно вовлечение, очень сильно движение в социальных сетях, на это очень сильно люди реагируют, потому что ну хорошо, вы делаете классные хинкали, но почему вы не научитесь, почему не сделаете мастер-класс по приготовлению этих самых хинкалей? Вы делаете классную шарлотку, окей, научите делать это других людей, потому что мастер-классы при ресторанах и кафе это прям то, что надо. А? Ну нормально. Это типа летний дождь. Зато я потом смогу говорить, что я даже в тяжелых условиях крайнего севера работал под дождями, под снегами. Дальше поехали. Следующая идея – это скалодромы для взрослых и детей. Когда мы ехали в Грузию, мы понимали, что Грузия – это горы, и мы думали, что уж где-где, а в центре развлечений в Батуми либо в Тбилиси на каждом шагу, при каждом отеле, при каждом развлекательном центре будет скалодром, потому что, что проще, чем сначала потренироваться на земле, а потом пойти в горы и попробовать хотя бы там небольшую, но какую-нибудь вершину освоить или там покорить. Но, к сожалению, нормальных скалодромов, вообще скалодромов мы в Батуми не нашли. Есть один скалодром, который мы узнали, но он есть на территории фитнес-центра, и там такая себе история. Друзья мои, это очень просто, очень дешево, относительно дешево и очень востребовано. Потому что это вот лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Во многих странах здесь вот эти скалодромы с элементарной безопасностью, они развиты, они хорошо себя приносят. И Грузия, страна гор, она просто обязана иметь такие скалодромы. Пара-барабам. Дальше. Рыбные рестораны. Вы скажете, в Грузии же хватает рыбных ресторанов. Я тоже так думал. Я сначала приехал, думал, что здесь море, здесь точно будет много-много рыбы, но то, что все хвалили, там рыбные рестораны, там рыбный рынок, я ожидал совершенно другого. Просто я уже был в рыбных ресторанах, и мне есть чем сравнивать. И то, что я там увидел, мягко скажем, не впечатлило от слова вообще. А дальше, даже открывая здесь какие-то рыбные точки, рыбные страны, я понимаю, почему люди просто накручивают, по-другому слову не сказать, не 20, 30, 50, даже не 100%, а 400, 500% на эту рыбу. У меня позволяет доход мне кушать хорошо и регулярно, но при этом рыбный ресторан – это то есть это культура рыбы. В Грузии ее нет, и пора ее делать вам. Пара-барабам. Пара-па. Напоминаю, что есть чат Мадлоба для предпринимателей Грузии. Можете туда прийти, и мы там с вами можем обсудить в свободное от работы время эти самые идеи, чтобы вам было просто ясно и понятно. Личные консультации я не провожу по ряду причин. Дальше. Полиграфия-сервис. Полиграфия-сервис – это то, опять, без чего не может существовать нормальный бизнес. Те же самые листовки, брошюры, тот же самый визитки. Этого всего в Грузии надо поискать. Причем ценники бывают атомные. Друзья мои, $20 за 100 визиток – это прямо грабеж средь бела дня. Но я не зря оговорился, что полиграфия-сервис.
Я не хочу сам приходить и разбираться или заказывать где-то. Я хочу прийти, или как у меня это было в Москве, в Минске, я хочу просто по телефону сказать, что я хочу человеку, а мне пришлют макеты этих самых визиток, либо брошюр, либо листовок на утверждение, и после моей оплаты мне их принесут в офис. Это просто, это во всем мире так работает, работало и будет работать. В Грузии это какая-то дичь. От слова вообще. Тут есть полиграфия, но нет сервиса. Если вы соедините это, то будет прям хорошо. Пара-барабам. Дальше можно воды попить. Сколько мы уже в эфире? 20 минут. Развлечения для детей. Вот кто бы что ни говорил, мы сейчас находимся в Батуми. Это замечательный парк, это вот японский сад, там набережная, там есть качели, но согласитесь, что развлечений для детей, ну, от 10 лет до 14 их очень мало. Все стенают, все говорят о том, что типа у детей нет социализации, им не с кем общаться, и никто не хочет почему-то на этом зарабатывать. Вот для меня это всегда была какая-то прям загадка. То есть есть живая проблема, есть решение этой проблемы, и никто не хочет решить эту проблему и получить деньги. Делать развлечения для детей, делать какие-то игровые сервисы, игровые группы, игровые там те же самые, вот все для детей, куда родители спокойно могут привести своих детей на пару часов, и вы их будете развлекать, делайте, потому что этого очень сильно не хватает. Дальше поехали. Например, я конкретизирую, чтобы вам было ясно и просто понятно, что я хочу сказать под словом развлечения для детей. Итак, конкретизирую, развлечения для детей. Например, чтобы вам было ясно, просто и понятно, робототехника. Вы скажете, о, это дорого, непонятно, да? То есть мой ребенок долгое время ходил на робототехнику, и это стоит, то есть набор на одного ребенка в кружке это $500. Ну давайте посчитаем, 10 наборов это получается $5000. Это огромные деньги, да, но вы спокойно покупаете Toyota Prius какого-нибудь там мохнатого года, который разваливается, и считаете, что за пятерку вы взяли ее очень-очень дешево. То есть если вы возьмете 10 наборов по робототехнике, вот реально вам говорю, потому что это будущее, это уже настоящее. Создавать, программировать, обучать роботов, это то, на что будет потом очень сильно востребовано. И это во всем мире, в Москве, в Киеве, в Минске, туда очередь в эти кружки не записаться. Причем инструкций очень много, видеоинструкций, как бы Lego сделала целые наборы по этой робототехнике, готовые, просто берите и делайте. И спрос реально есть. Почему вы не делаете предложение, до сих пор непонятно. Пора-барабам. Я понятно объясняю? Или какими-то терминами навалю? Длинный ролик. А? Длинный был ролик. Длинный? Ну вы же потом после короткого еще начали продолжать на ту же тему. Нет, это был короткий. Я не засекала. Ну ничего, оно примерно хватит. Итак, что еще, например? Например, я бы рекомендовал, я бы даже сделал, я бы занялся этим, это школа шахмат или что-то типа в клубе «Что, где, когда». Для чего? Потому что каждый родитель, и я в том числе, он мечтает, чтобы его ребенок вырос интеллектуалом. Заработать головой гораздо приятнее, чем заработать руками либо другими частями тела, друзья мои. И здесь очень важно, когда вы создаете такие клубы, то они уже сами себя продают. Потому что во всем мире ходить на шахматные клубы – это престижно. Престижно, и это развивает. То есть это доказано учеными, что это давным-давно доказано, причем на фактах, что это развивает. И уж если робототехнику создавать это $500 одно обучающее место для ученика, то школа шахмат, друзья мои, это $5 одно место. Да, там аренда, да, это, но опять же, просто почему вы не попробуете? Почему вы не сделаете? Если вам интересно, приходите в чат, я вам помогу, расскажу, как это делать. Пора-барабам. Дальше.
вернемся на землю, вернемся от детей, вернемся к тем специалистам по рекламе, которые здесь есть в изобилии, потому что экспаты в основном работают удаленно, и здесь не хватает специалиста по оформлению витрин и вывесок. Вот просто куда ни идете, что в Тбилиси, что в Батуми, что в других городах, вывески, витрины – это боль предпринимателя, потому что для его вроде бы все понятно, но проблема в том, что этот предприниматель, он не его целевая аудитория. И поэтому он не видит того, что увидите вы как специалист по оформлению и изготовлению тех самых витрин и вывесок. Здесь с вывесками очень тяжело, с витринами очень тяжело, с оформлением банальных меню, либо входных зон очень тяжело. И вы, как специалист, если начнете им заниматься, на этом сегментироваться, сможете стать номер один в Грузии по оформлению вывесок и витрин и занять достойную нишу, на этом заработать. Пора барабан. Дальше поехали. Друзья мои, я говорю кратко для того, чтобы успеть, потому что 34 идеи, если я каждую начну рассусоливать на 10 минут, то это будет 340 минут, ну просто, да, а это уже почти тут вечерело. Такое, так, не спите, там кто не спит, кофе принесите. Дальше поехали. Организация мероприятий, уличные квесты, ну, либо там праздники, дни рождения и все такое. Давайте прямо будем говорить и прямо будем на этом сосредотачиваться. Вот смотрите, недавно моя супруга увидела в том, что в Тбилиси там проводят какой-то уличный квест. Там 2 дня всего в городе, там 2 дня там то. И она готова была бросить все, работу, семью, поехать туда за движухой, за эмоциями. Заметьте, она не готова поехать там поиграть там какой-то супер квест. Она была готова поехать за эмоциями. А в Батуми такого нет. Но организовать уличный квест – это очень просто. Потому что надо жить, в принципе, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. То есть за вас уже все давным-давно придумали, за вас уже все давно сделали. Вам просто надо взять и применить это в определенной стране, в определенном городе. И вполне себе делать такие развлечения под силу любой компании с небольшими бюджетами. Делайте уличные квесты, делайте организацию мероприятий, дни рождения, и будет вам счастье. Пора барабан. Идея, которая сегодня пришла к нам в голову, пока мы завтракали, называется так: «Вспомни вкус Родины». Вот для меня всегда была загадкой, почему люди пытаются сюда что-то, какие-то там товары привезти, какие-то там в этом формате, и на этом не зарабатывают. Вот смотрите, давайте просто ясно и понятно. Беспошлинный ввоз в Грузию 300 лари, то есть в принципе это $100. Да? То есть если ко мне кто-то привезет из Беларуси на $100 сюда, условно, зефира, консервочек детских, там еще сало, там туда, то есть я составлю список, эту коробочку, я готов отдать еще плюс дополнительно денег за доставку ее сюда и за ваши там потуги. Но этим никто не занимается от слова вообще, зато проще стенать о том. Но огромное количество экспатов, которые находятся здесь, хотят вспомнить вкус любимых, давно забытых конфет, сладостей, либо деликатесов. И если вы будете им помогать, то вы на этом будете зарабатывать. Пора барабан. Дальше. Почему бы вам не открыть представительство в Грузии? Давайте посмотрим на примере, чтобы вам было ясно, четко и понятно. Например, есть белорусская компания какая-нибудь, которая занимается продажей матрасов в Беларуси. Да, вот эта компания есть, существует, и она бы рада открыть представительство в Грузии, но для этого надо делать это, снимать шоурум, отправлять туда делегацию, оформлять им командировочные, объяснять, что там вот все это как бы как жить, где жить, снимать жилье, питание, проживание, билеты, геморройно. Они бы рады, но геморройно. А вы уже здесь. Вы уже здесь, и почему-то вы не предлагаете этим компаниям себя в качестве их официального представителя. Почему не попробовать? Я до сих пор не знаю. То есть здесь огромное количество компаний хотят сюда прийти. Многие приходят, а многие не приходят, маленькие не приходят, просто потому что здесь у них нет бюджета на представительство. А вы уже здесь, вы физически здесь. Попробуйте, напишите им не одной компании, а десяткам, и точно у вас получится. Пора барабан. Полицейские синхронно чихнули. Что-то дальше поехали. Чего не хватает и чего мы частично начали делать, это, естественно, афиша Грузии.
или афиша о мероприятиях, праздниках или событиях в Грузии. Где проходит какой фестиваль, где какой концерт, где какое открытие чего-либо, этого всего не хватает. Тут нет какого-то единого, большого, интересного информационного пространства. Мы пытаемся сделать это на Мадлобе, но это очень тяжело, потому что те магазины, те выставки, те спектакли, которые есть в Грузии, у них нет желания, понимания того, что надо сообщить миру о том, что у вас спектакль или о том, что у вас выставка. Им достаточно сообщить, как они считают, в Фейсбуке на своей странице, и все должны узнать. Но если вы станете тем, кто либо поможет нам, либо сделает сам афишу о мероприятиях Грузии, то, в принципе, это очень и очень конкурентная, дорогая и хорошо окупаемая тема. Сделайте свою собственную афишу о Грузии, и да пребудет с вами сила. Дальше поехали. Опять же про Мадлобу, друзья мои, мы пытаемся, но я реально понимаю, что на афишу надо реально садиться и заниматься. То есть надо выделять одного, там, двух человек, которые будут сидеть этим заниматься. И это то, что быстро не сработает. Это то, что не сработает, допустим, там, за месяц, за два. Потому что я видел предпринимателей, которые типа там, ну, что мне такое сделать, чтобы через 2 месяца я уже мог за эти деньги жить и в Грузии. Я говорю, я не знаю, наверное, родиться, блядь, гением, ну. Или там выйти замуж за какую-нибудь богатую женщину, которая будет себя содержать всю свою оставшуюся жизнь. Ну и что она старая и немощная, зато ты будешь жить в Грузии без хлопот. Дальше поехали. Ну, агентство домашнего персонала. Я вам открою секрет. Мой первый опыт выхода в интернет, это был по созданию в Москве агентства домашнего персонала. И он так назывался. Назывался он «Персона», агентство домашнего персонала «Персона». Потому что я, общаясь со своими знакомыми, обеспеченными людьми, я видел у них проблему. Они не могли найти себе хорошую нянечку, хорошую домработницу. И готовы были за это платить. Они готовы были мне за то, что я с Беларуси порекомендовал бы им какую-нибудь, скажем, семейную пару для ухода и работы в саду. Они были готовы платить нормальные деньги. И я подумал, что, слушайте, так может быть мне этим и заниматься. И сейчас, когда в России с этим проблем вообще нет, там есть много кадровых служб, то здесь с агентствами домашнего персонала просто беда. Беда и трэш. Поэтому этот шанс для вас заниматься этим самым агентством домашнего персонала. Действуйте, приходите к нам в чат, и мы вам подскажем, как делать и с чего начинать. Пора барабан. Дальше. Консультант по Airbnb и Booking.com. Грузия, Батуми, Тбилиси – это огромное количество людей, которые желают сдать свое жилье в найм, в аренду на месяц, на день, на сутки, на год, на 5 лет. Желают сдать. Но, к сожалению, либо к счастью для вас, они не умеют пользоваться сервисами или их уровень пользования составляет 5% от того, что умеете вы. И здесь надо не заниматься ерундой, а становиться тем, кто будет помогать, организовывать и рассказывать, как правильно, помогать людям заносить свои объекты недвижимости в эти самые сервисы. То есть помогать хостам сдавать их жилье. И там очень много дополнительных. Это может быть фотографии, видео, но об этом чуть позже. Приходите в чат, и мы там с вами разберемся. Думаю, идея понятна. Мы там с вами разберемся. Какая заодно? Мы там с вами разберемся. Приходите, мы там с вами разберемся. Или не приходите и сидите, потому что сидят вот такие, типа, а чем заниматься мы не знаем, да, там коронавирус все подбрил. Да тут куда ни плюнь, это Грузия, тут палку поставь, она зацветет. Помните, мы говорили с вами про агента недвижимости. Так вот, я предлагаю вам стать профильным агентом недвижимости. Что значит профильный агент недвижимости? Это очень тяжело, долго, но понятно. Например, представьте, что вы станете номер 1 по Грузии для помощи экспатам. То есть вы будете знать, какие квартиры есть, даются там, допустим, не на месяц, не на день, а на полгода, на год. На это есть спрос. Либо вы станете специалистом по элитной недвижимости, то есть по тем квартирам, по тем апартаментам, которые продаются за очень дорого. Либо вы станете специалистом по загородной недвижимости или там по земельным участкам. Теперь внимание, очень часто многие люди, которые здесь находятся, они становятся всем. А когда ты хочешь всего и сразу, бывает ничего и постепенно. Так вот, вы
Если станете каким-то одним узким специалистом, займете свою нишу и станете номер один, допустим, представьте, вы номер один по загородной недвижимости в Батуми. То есть вы знаете, вас знают и к вам обращаются. Это будет хорошо. Пора вам. Сколько мы в эфире уже? 35. 35? Что я уже устал. Потому что марафон. Дальше поехали. Мастер впечатлений. Люди всегда приезжают на отдых или приезжают в курортные города, приезжают в города типа Тбилиси за впечатлениями. И вы сможете быть этим самым мастером впечатлений. Вы можете давать эти самые впечатления, показать, допустим, какие-то места, где они туристические, предложить какие-нибудь движения, которые не туристические, то есть организовать какой-то незабываемый вечер, незабываемый ужин или незабываемую поездку. Пусть это будет конная прогулка там, пусть это будет, не знаю, прогулка там на яхте. Когда вы это все организуете, поверьте, есть огромное количество готовых за это платить, чтобы ничем, ни о чем не думать. Это называется под ключ. Если вы кому-то сделаете, допустим, 2 дня под ключ и сделаете разные программы, то вы будете делать впечатление. И люди, очень многие люди, готовы за эти впечатления хорошо и регулярно платить. Подумайте над этим, становитесь мастером впечатлений. Пара-пара-пам, пам-пара-пам. Дальше поехали. Сегодня мне звонил мой менеджер по страховкам. И я с ней говорил, предлагал ей, говорю, а если я вам приведу 10 человек, а если 20? И на это были такие уклончивые ответы, но отсюда это вовсе не означает, что не работает. Станьте продавцом страховок. В Грузии есть несколько больших, сильных страховых компаний, мы не будем называть, они всем известны, но если вы понимаете, что есть 2 страховые большие компании, то между ними есть конкуренция. И попав в одну из них, вы сможете договориться на рефералов, то есть за процент от привлеченных посетителей вы можете получать денежку. То есть вы привели человека, получили с него там 20 лари. Привели 100 человек, получили 2000 лари. Почему вы этим до сих пор не занимаетесь, я не знаю. Огромное количество вопросов в экспатных сообществах, какую страховку выбрать, какую купить. Ну, станьте экспертом, продавайте и зарабатывайте на этом. Пора барабан. Друзья мои, страховки это вообще одна из самых дорогих ниш в Забугорье. Вот продажа страховых полисов это прям очень дорого. Там конкуренция атомная. В Грузии конкуренции нет от слова вообще. Ну станьте номер 1. Ну вот я бы даже поучаствовал здесь. Дальше. Ну, все помним Ивана Сусанина. Так вот, в Грузии очень много таких вот Иванов Сусанинов, которые заводят рестораны, магазины, салон красоты куда-нибудь вообще в трэш. А если вы станете этим самым проводником по интернету и будете вести эти самые рестораны, салоны красоты вперед, то у вас все получится. Они даже не то, что не делают сайты, они не размещают информацию о себе на Google картах, на Яндекс картах, они не размещают информацию нигде вообще и думают, что если они такие хорошие, они их и так все знают. Если вы станете проводником для этих ресторанов, поймите, Грузия – это страна сарафанного радио. Вы поможете 10-20 компаниям, и молва о вас разлетится, и вы будете востребованным специалистом. Вы будете тем, кто будет помогать людям действительно продвигать их бизнес, помогать им, туристам, узнавать об их местах, об ресторанах, об салонах красоты и о магазинах. Поэтому станьте проводником интернета в Грузии и помогайте людям, получая за это деньги. Пора барабам. Дальше. Конные прогулки и экскурсии. Как-то раз мы ехали в одно шикарное место и увидели знак о том, что там есть конезаводческая какая-то ферма, либо там ипподром, ну какая-то там, короче, лошадь. Знак был про лошадь. Было все на грузинском, мы проехали мимо, и сейчас я понимаю, что было бы неплохо покататься на лошадках. И я пытался найти в интернете информацию про то, сколько это стоит, как туда приехать, есть ли там свободные лошадки, есть ли какие-то там прогулки, там, допустим, на целый день. Ничего этого не нашел.
но это востребовано. И вот если вы станете тем самым агентом, который сможет... Смотрите, есть люди, которые хотят кататься, а есть люди, которые содержат лошадей. Ваша задача соединить этих людей и на эту заработать. Это обычная услуга, обычный сервис, и поэтому заниматься этим вполне себе достойное, яркое и прибыльное занятие. Пора вам. В прошлый раз, в 2020 году, я говорил про центр лояльных посетителей. Многие не поняли, что это такое, но я вам вкратце расскажу. Вы сможете стать удаленным пиар-отделом для компаний, которые в Грузии работают не только на грузинский рынок, а и на зарубежье. Почему? Потому что есть очень много компаний, которые производят качественный мед, качественное вино, качественную продукцию. И они не делают день открытых дверей. То есть они такие закрытые компании не просто потому, что когда я спрашивал, почему вы этого не делаете, знаете, какой был ответ? Саша, а кто? Кто мне это сделает? Занимайся, я готов этим заниматься, занимайся, я готов за это платить, там тебе рассказать, но кто мне это сделает? И я думаю, что будет хорошо, если это сделаете вы. Если вы станете таким удаленным пиар-отделом для грузинских компаний, потому что на это есть спрос, они в этом заинтересованы, и вам пора этим заниматься. Люди приезжают в Грузию. И когда вы приезжаете в Грузию, вы реально понимаете, что здесь есть на что посмотреть. И мы, как уже живущие здесь 3 года, реально понимаем, что без одного дня в деревне вы не сможете в Грузию понять Грузию. И поэтому, если вы будете организовывать для туристов просто один день в грузинской деревне, в национальном колорите, с национальной кухней, с национальными с людьми, то есть вот погружение в среду, это очень и очень востребовано. Русскоязычные об этом еще мало знают, но англоязычные товарищи за это готовы хорошо платить и платят во всем мире. Поэтому почему бы вам это не организовать, я до сих пор не знаю. Мы случайно попали в такую деревню и случайно отправляем туда людей, своих друзей, гостей. Все в шоке, всем счастливы. Я говорю, почему мы на этом не зарабатываем? Так, может быть, на этом начнете зарабатывать вы? Пора барабам. Вот реально, то есть мы нашли деревню, нашли классную семью, они там поют, готовят классно, там виды потрясающие, там тишина, там просто шикардос, да, и мы кого-то не отправляем, вот даже таких скептиков, которые, что я не видел в этих деревнях, они там остаются на 3 дня, и я не хочу сюда, тут вообще я в раю, Саша, я в раю, не звоните мне вообще. Я говорю, Настя, почему мы не зарабатываем на этом? Мы туда отправляем, хозяева счастливы, гости счастливы, а мы делаем вид, что мы счастливы. Но по правде я был бы гораздо счастливее, если бы мне заплатили, потому что хотя бы, немножко, там 10% не хватит. Я не жадный, не 200%, не 300, 10%, и я бы уже, Но мы над этим работаем. Поэтому, если вам это интересно, давайте работать вместе. Пора барабам. Дальше. И сразу же прилетает идея проводник по красивым местам. Грузия – это красивые места, но сколько людей, столько и мнений. Представьте, что вы стали проводником по красивым местам. Как звучит вообще? Это вообще шикардосно звучит. И сайт можно сделать такой в Фейсбуке, да, то есть кто такой проводник, а для чего? То есть вы можете девушкам для фоточки для Инстаграма это один маршрут, мальчикам другой маршрут, да, семейным парам 3-й маршрут, признание в любви 4-й маршрут, семейный отдых в пейзажах Грузии 4-й, 5-й. И этих маршрутов может быть огромное количество. Станьте этим самым проводником. Показывайте не фотографии, как они стоят, эти замыленные, замусоленные на этих машинах, а показывайте видео. Показывайте, говорите эмоцию, я заведу тебя туда, я покажу, и ты сделаешь незабываемые фотки или видео, и твои подруги обоссутся от зависти. Действуйте, пора барабан. Дальше. Вечерний детский сад. Вечерний детский сад, каждые люди, которые приезжали к нам, а у нас очень часто приезжают к нам знакомые с детьми, и они хотят оторваться, они хотят пойти оторваться или куда-то поехать, но 2-3-летние дети, они немножко притормаживают все это дело, и начинается движение. И почему бы вам, тем, кто сидит здесь и плачет о том, что денег нет, работы нет, есть дети, которых надо кормить, не сделать детский садик вечерний.
предложить людям, а приводите своих детей, мы вас накормим, напоим, уложим спать, вам фотки, видео покажем, что они счастливо играют, а вы пока отдыхаете, вы же приехали отдыхать, соответственно, наслаждайтесь отдыхом, пока вечерний наш детский садик заботится о ваших детях. Почему вы до сих пор этого не сделали, я не знаю. Наверное, очень богатый человек и пора барабан. Дальше. Массажист. Массажист – это боль. Боль и у меня, потому что я привык к хорошему массажу. Но, к сожалению, в Грузии, когда я говорю слово массаж, здесь какой-то меня отправляют в район там фонарей и массаж там, вот тайский массаж. Я не хочу тайский массаж. Я хочу антицеллюлитный массаж. И вот массажиста тоже тяжело найти. Почему? Мы находили, к нам реально приходил чувак, который говорит, там, я массажист, там, туда-сюда. У моей жены там все болело после его массажа, там, да, и я, ну, мало того, что я пришел, там, какой-то мужик полуголый у меня в комнате, мою жену там жмякает, да, так и не понравилось ей. Да, почему? То есть, потому что мы уже попробовали, что такое хороший антицеллюлитный массаж. И Грузия – та страна, где вкусно кормят, а раз вкусно кормят, соответственно, есть пояса верности. И вы можете эти пояса верности снимать, занимаясь антицеллюлитным массажем. Почему вы до сих пор не делаете этого, я не знаю, пора. Снимать пояса верности. Классно. Ну что, у меня же какой пояс верности? Ну, просто когда конкретно вот эта фраза звучит. Друзья мои, пояс верности вы у себя можете обнаружить вот здесь, прям вот здесь. Не видно? Конечно, у нас же молочный план. Я могу ниже камеры. Ну, опусти камеру, да. Не. Что такое пояс верности? Пояс верности – это вот у вас вот здесь вот есть такой масел висящий, да, то есть и когда вы снимаете свою майку, либо обтягивающее боди, он у вас вываливается. И сразу как бы у человека, который там с вами общается, опускается шланг, либо у девушки там пропадает желание. И вот такой пояс верности, как бы жены очень часто, они его вам одевают. Помните, там она же приносит там типа, милый, скушай пельмешек, вот тебе еще хинкали, бля, в 12 часов ночи, кушай, да? Потому что она вам одевает пояс верности. Если вы это не знали, то вот зря прожили время, да? То есть вы думаете, заботу вам оказывают, либо муженек приносит вам, потому что как бы вы со своим вот этим вот на пляже с этими маслами, это, как я называю, пояса верности. То есть вы раз, и как бы вроде бы такая красивая, элегантная женщина, а дальше пам, и вот пояс верности, верности себе, своим принципам, своему супругу. Он должен висеть. Поднимай. Уже подняла? А. Дальше. Коммерческий фотограф. И вот здесь у меня прям боль. Слово коммерческий фотограф вы немножко неправильно понимаете. Коммерческий фотограф – это фотограф, который снимает и помогает предпринимателям продавать, а не то, что вы за свои фотографии берете деньги. Еще раз. Коммерческий фотограф – это фотограф, который делает фото, допустим, для карт магазинов, делает для Airbnb, делает фотографии ваших апартаментов, делает фотографии товаров, карточки товаров для Фейсбука. То есть то, что помогает продавать, а не то, что вы думаете, что вы такой фотограф и за ваши там фотки берете деньги. Коммерческая фотография, друзья мои, это та фотография, которая помогает продавать. Становитесь этим фотографом, помогайте, потому что здесь это ниша свободная. Все думают, что если у них есть iPhone, значит им не нужен фотограф, но конкуренты скажут обратное. Пора барабан. Дальше. Все то же самое, это коммерческий видеограф, ну или видеооператор. Опять же, боль какая, что вы думаете, что сейчас на это спроса нет, долго объяснять? Нет, просто занимайтесь тем, что вот мы чем занимаемся? Мы занимаемся тем, что при помощи видео увеличиваем продажи предпринимателям. То есть мы помогаем предпринимателям увеличить продажи с помощью видео. И здесь эта услуга, она не просто отсутствует, и как факт ее нет. И пока вы снимаете, там, не знаю, то есть тут каждый видеоблогер считает своим делом чести купить квадрокоптеры, сюда там поснимать виды. Это классно, но я-то куплю за $10 на стоках эти ваши видеоролики с видами, потому что они не помогают продавать.
То есть, если вы будете помогать продавать предпринимателям, то все в вашей жизни в Грузии сложится очень хорошо. Если вам интересна эта идея, приходите к нам в чат предпринимателей Грузии Мадлоба, где мы с вами это подробненько обсудим. Мне есть чем поделиться, есть что рассказать, и я думаю, что будет интересно. Пора барабан. Дальше поехали. Специалист по рекламе. Боль. Специалистов по рекламе здесь практически нет. И мы об этом говорили, потому что здесь есть классные товары, классные услуги, классные люди, классные рестораны, классные салоны, классные специалисты, но они не запакованы, и это нормально. Они специалисты, они не могут себя запаковать. А специалисты, то есть как бы здесь не надо быть там 7 пядей во лбу, здесь надо будет просто делать то, что делают в других странах. Тут надо делать лучше, хорошо, украсть, чем плохо придумать. Берете салон красоты, делаете ровно так, как сделали там в Москве, в Киеве или в Минске, не надо, Москва. Берете московский, валм. Берете стоматологию, смотрите, как запаковали в Москве, готово. Смотрите там, не знаю, ресторан, как запаковали в Москве, готово. Все, и вы специалист по рекламе, на которого будет большой спрос, потому что здесь и этого нет от слова вообще. Хотите больше, приходите к нам в чат предпринимателей, где я поделюсь своими наблюдениями и расскажу вам, с чего начать. Марафон, прям марафон. Друзья мои, последний блок, давай так, последний блок — это переводчик 3 языков. Переводчик 3 языков. Вы скажете, ну зачем, ну постой. А это просто, потому что как бы здесь есть проблема. Например, если вы переводите с русского на английский, если вы еще знаете грузинский, то это вообще шикардос. Почему? Потому что очень часто экскурсия. Вот, допустим, проводят экскурсию, да, то есть, и если вы при экскурсоводе, то есть экскурсовод, который не знает английского языка, он, в принципе, теряет процентов 30 аудитории. Но если есть молодые экскурсоводы, которые не знают хорошо русский язык, они теряют 70% аудитории. Если вы будете помогать этим экскурсоводам, гидам, ресторанам, да, там, допустим, как-то переводить, допустим, просто придите и продайте свои услуги. Вы видите меню на английском языке или там на грузинском, давайте я приведу. И сделайте все качественно и хорошо. Поэтому переводчики здесь тоже должны быть хорошо запакованы. Узнайте больше в нашем чате предпринимателей Грузии. Пора барабан. Друзья мои, я сейчас вам зачитаю заключительный пост, где я пройдусь по всем этим, то есть кто проморгал, кто профукал этот момент, я быстренько, дай-ка воды попить. О, 45 минут. Мы говорим, правильно? 52. Вступление же было. Ну, вступление, так, 45 минут, как бы, ну, по этому моменту, поэтому, как бы, это такой был марафон. Итак, идеи бизнеса, которые я бы начинал делать для малого бизнеса с небольшими вложениями, с небольшими вливаниями, да, потому что как бы многие там приходят, типа там, ой, там без 100 тысяч нечего начинать. Есть чего, и вот смотрите с чего. Сделать свою кадровую службу, сделать свою службу уборки помещений, стать рекламным агентом, помогать с рекламой и продвижением товаров и услуг, начинать делать и организовывать сервис по доставке с магазинов, стать ветеринаром, который может приезжать на дом и оказывать ветеринарные услуги на дому, то есть специализированная машина какая-нибудь, да, отделы продаж, боль, создание, продвижение, обучение, это прям вот то, что надо, мастер-классы для кулинаров, скалодромы для взрослых и детей, рыбные рестораны, полиграфия-сервис, развлечения для детей, робототехника, ну, школа, там, кружки там по робототехнике, школа шахмат или что, где, когда, ну, то есть по принципу какие-то интеллектуальные клубы, интеллектуальные школы, специалист по оформлению витрин и вывесок, организация мероприятий, там уличные квесты, праздники, там признание в любви. Вспомни вкус Родины, я об этом подробно говорил, но тоже хорошо, то есть вот прямо на этом можно зарабатывать, потому что как бы реально люди готовы за это платить, и как бы оно прям витает в воздухе. Открыть представительство какой-то компании в Грузии, которая нуждается в представительстве, но для нее дорого сюда отправлять, открывать свой офис, то есть почему в этом стане, непонятно. Сделать или помочь нам сделать афишу в Грузии, стать там участником.
открыть свое агентство домашнего персонала, стать консультантом по Airbnb либо Booking.com, профильный агент недвижимости, то есть это может быть агент для экспатов, агент по премиальной недвижимости, агент по земельным участкам, мастер впечатлений, тоже вас ждет такая классная профессия и вполне себе классный бизнес, продавец страховок. Для меня вообще все профессии важны, и если это приносит деньги вашей и вашей семье и приносит вам удовольствие, почему нет? Проводник по интернету для ресторанов, салонов красоты и магазинов, конные прогулки и экскурсии, центр лояльных посетителей, один день грузинской деревни, или, допустим, это может быть сбор урожая, организация, да, проводник по красивым местам, вечерний детский сад, массажист, который делает антицеллюлитный массаж, а не массаж простаты, коммерческий фотограф, коммерческий видеооператор, специалист по рекламе и переводчик с 3 языков. Друзья мои, 34 идеи. Если вы знаете еще идеи, пишите под этим видео, приходите к нам в чат, в телеграм-чат, который так и называется «Предприниматели в Грузии». Мы вам с радостью поможем, подскажем в свободное от работы время. Я сейчас подчеркиваю, потому что многие считают, что мне какая-то, не знаю, неведомая сила платит за эти консультации. Вы видите, как я стараюсь. Вы можете поделиться этим видео, чтобы помочь другим людям, которые хотят открыть бизнес, просто помочь им с идеями или помочь им с местом, где им эти идеи помогут развить, либо в сообществе, которое поможет. Потому что вы и я, думаю, понимаете, что надо покупать окружение. Надо смотреть на тех людей, которые вас окружают. Если вы себя окружаете нытиками, которые будут типа, ой, все пропало, кризис, коронавирус, у людей денег нет, деньги есть. Деньги есть, просто они перешли из одного бизнеса в другой, из одного кармана в другой, и наша задача их заработать. Заработать, получить от этого удовольствие, получить от этого прибыль и начать масштабироваться. Вот если у вас такие же мысли, как и у меня, приходите к нам в чат, телеграм-чат, приходите в группу. Я потихоньку, без особого рвения ее организовываю, потому что мы делаем каталог Мадлоба, там уже десяток тысяч страниц, организаций, статей, различных там вот это все. Мы как марочкой это собираем, и я планирую где-то года через 3, через 4 выйти на финишную прямую. Пока я готов инвестировать, пока я готов делать, и заметьте, я это делаю не для того, чтобы сразу там заработать, а для того, чтобы сделать качественный продукт, который потом мне и моей семье сможет давать качественный доход, который позволит нам повысить качественный уровень нашей жизни. То есть качество на первом месте. Пора барабан. Будете чат читать? Давай. Ну, там не особо много вопросов, можете просто читать. Людям было приятно. Приветствую, Александр. Есть ли какой-либо грузинский сайт, где люди ищут соинвестора для реализации бизнес-идей? Если обладаете, посмотрите ее на стриме, пожалуйста. Друзья мои, мы пытаемся создавать такой вот чат и такую группу, потому что, как я уже говорил, такого проекта мы не нашли. Мы вообще очень мало нашли качественных сайтов, и у меня ощущение, что все, кто умеют делать сайты в Грузии, они уехали делать их в Европу и в Америку. Может быть, это правда, я не знаю. То есть, такое ощущение, что здесь делается все на коленках. По тем местам, то есть я точно знаю, что есть сообщества, в которых я состою, в Фейсбуке или в Телеграме, и там очень часто те, кто могут принимать решения, они просто сидят и читают. Они не активничают, но очень часто эти люди делают предложения, от которых тяжело отказаться. Поэтому я предлагаю вам вступить в наше сообщество предпринимателей Грузии, прийти в группу и начать там активничать. Поймите, что если вы не показываете людям, кто вы, что вы, какие ваши идеи, никто не будет говорить там, что Алекс, давай заходи, давай расскажи нам свои идеи, мы там послушаем. Вы нафиг никому не нужны, это правда. Мне платят за правду, то, что я говорю правду. Поэтому, друзья мои, вот если вы не демонстрируете свою экспертность, не показываете всем, кто вы такой, что вы такое, то, в принципе, никто к вам не придет. Под лежачий камень вода не течет, и вы просто если у вас есть классные идеи, то вы должны сначала показать их миру, а потом, вполне возможно, придут люди, которые готовы инвестировать в вас, в ваши идеи, в вашу команду. Пора барабан. Потом какие-то иероглифы пишут: я вас нашел. Мы тебя тоже нашли. Я не знаю, кто ты такой и кого ты нашел. Можно кого-то найти, если он прячется. Там в прятке, либо шифруется. Мы не шифруемся, мы всегда здесь, и мы всегда на месте, но приятно. Фотограф Батуми, Грузия, съемка с оттенком кино. Вот поменяйте вот сразу сходу, да, фотограф в Батуми, Грузия, да, увеличу ваши продажи. Вот
просто, да, вместо съемка с оттенком кино увеличу ваш, да мне нафиг не нужна там оттенок кино, ну, с большего, да, мне нужно, чтобы увеличение было продаж. Здравствуйте, 34 самых интересных стартапов, только единицы подхватят идеи на лето. Да и ладно, так нет. Понимаете, тут же фишка в чем, что эти идеи, которые подхватят, не подхватят, я же это рассказываю не для всех, а рассказываю, чтобы в команду к себе взять единомышленников, чтобы тех, у кого это откликнулось, чтобы у тех людей, которые это срезонировало, и те, которые развиваться со мной. Потому что очень много людей, которые, они такие, ну, давай, помогай мне, а я пошел. Чувак, 20 тысяч рублей, 2 часа у меня консультация стоит, приходи, я тебе буду помогать за твои деньги, да, я без запроса не работаю. И то, что кто-то не подхватит, ну, это же не их проблема и не моя проблема. Это ничья проблема. То есть просто я сейчас сделал все, чтобы мне никто не сказал, типа, а что ты знал и молчал? Я не молчал, я рассказывал, то есть я показывал, да, и как бы очень много, знаете, есть очень много экспертов, таких вот диваны, да, которые все знают, они там перебываются на лету, то они там про политику, то они там про бизнес, то они там про маркетинг, то они там уже стали эпидемиологами сразу, там, потом они там то, вот, а чуть спросишь куда-нибудь на публике, да, попробуйте вот час без остановок говорить, язык в жопу и все, до свидания, да, то есть как бы здесь в этом формате подхватят, не подхватят вообще по барабану. 30, дальше. Классная у вас погода. Погода вообще шепчет. Погода прям вот как бы 3 ноября, и видите, я вот как бы дождик летний, как бы я даже хотел сказать такой летний дождь, там моросит, потом вспоминаю 3 ноября, потом я видел фотки своих чуваков из Новосибирска, у меня программисты в Новосибирске, и они такие, мы идем за зимней обувью, там уже снег, все, и они вот валят, а тут у меня там, хочется сказать, мороз и солнце, день чудесный, но не так. Мария Сараева. Какие маленькие презенты из России будут приятны грузинам, чтобы они оценили? Понимаете, грузины, они оценят не презенты. Вот для грузинов важно внимание, да, то есть как бы я бы, вот если бы, хороший вопрос, да, прям хорошо, что бы я подарил грузинам? Я бы выучил 10 фраз на грузинском, потому что вот грузины, они прям расцветают, когда вы будете говорить хотя бы там типа гамарджоба генацвали, там, да, там вот это вот такие слова, элементарные слова, они уже вот это такой триггер, да, как будто вот благодарность за то, что вы знаете, как сказать спасибо, как сказать пожалуйста. У нас есть специальный ролик на канале, где мы говорили про 20 или 25 фраз, которые вы должны знать обязательно. Посмотрите его, выучите эти фразы, и это прямо вот в точку, вот сразу, да, потому что любой, даже вот есть, ну, мало, но есть грузины с кислыми лицами, да, которые встречают. И когда она понимает, что вы, там, допустим, белокурое бестие, и вдруг вы начинаете с ней там говорить хотя бы там, как вы поживаете, там, добрый день, то она сразу расцветет. Да, это лучше всякого подарка, потому что, ну, как бы, знаете, они вот такая, как бы, сувенирчики, магнитики, им это не работает, там, да, какие-то открыточки, то есть, как бы, я бы здесь, наверное, как бы, в таком, и обязательно, как бы, похвалить, вот, как бы, послушайте песни, послушайте там, как бы, какие-то там, вот их рассказы, там, да, то есть, они очень душевные, знаете, а душевному человеку надо подарить что-то душевное, то есть, надо дарить что-то такое, чтобы это было такое неосязаемое, да, какая-нибудь, вот, и на моей памяти я пытался, то есть очень хорошо зашло моему знакомому элементарная вещь, когда ВКонтакте я показал, что, слушай, ну Абхазия это вообще-то Грузия, потому что, видишь, даже ВКонтакте показывает там Сухум, это то, что относится к Грузии. И ему это зашло, вот эмоционально, да, вот таком, то есть, ну, дарите им вашу улыбку, вашу любовь, вот такие, то есть подарки должны быть эмоциональные, то есть как бы тогда будет хорошо. Я думаю, что ответил на вопрос, как бы, ну, маленькие презенты, они к этому не так относятся, тут такой немножко другой менталитет. Но вот если вы выучите 20 фраз, то вы прям будете одаривать не одного грузина, а вот прям 20 ваших дней в Грузии прилетят прям хорошо. Ссылочка на ролик будет внизу. Дальше. Идей много у вас, это все нужно делать. Томила, друзья мои, у меня компания называется «Бутик идей». А до этого называлась «Бутик креативных идей». Я на этом зарабатываю. Дальше. Александр, спасибо, пожалуйста.
Друзья мои, спасибо. Лотус пришел, пишет. Про что этот стрим, не понял что-то. Лотус, значит, это стрим не для вас. Он не про что, а он там в заголовке написано про что. Это все. Поэтому спасибо, что были, спасибо, что приходили, спасибо за ваше внимание. Всем спасибо, всем до свидания. Не забывайте прийти в телеграм-чат предпринимателей Грузии. Не забывайте смотреть наш каталог madlobo.info. И не забывайте прийти в чат, там, допустим, «Русские в Батуми», где мы рассказываем, показываем. Есть группа в Фейсбуке, которую мы тоже будем развивать в ближайшее время. И будем делать все правильно. Пора барабан. Ну что, нормально?